По оценкам, до 40% продуктов питания в Соединенных Штатах не доходят до потребителя. Продуктовые магазины переполняют свои полки, чтобы поддерживать образ изобилия. Фермеры не могут продавать продукцию, которая выглядит не идеально. Людей смущают этикетки со сроком годности еды. Большая часть выброшенной пищи попадает на свалки, где образуется метан. Парниковый газ, который 86 раз вреднее углекислого газа. По мере того, как мы все больше осознаем угрозы окружающей среде и продовольственной безопасности во всем мире, все больше и больше людей находят инновационные решения этих сложных проблем. Мисс Адвенча – это небольшая винокурня в Висте, штат Калифорния. Использует то, что экологическое общество называет пищевыми отходами, и превращает их во что-то лучшее, в чистую ароматную водку, которая получает награды за свой исключительный вкус. Я Джефф. Я уволился из армии, продал все, что у меня было, и теперь путешествую по миру, чтобы учиться у пивоваров, виноделов, винокуров и рассказывать их истории. Это мое путешествие в мир пива, вина и крепких алкогольных напитков. Первое, что я хотел увидеть, это где мисс Адвенча добывает сырье. Поэтому соучредитель Уит отвел меня в продовольственный банк округа Сан-Диего. Уит, я впервые вижу продуктовый банк. У меня разбегаются глаза. Здесь так много еды. И что на самом деле необычно, вы предлагаете решение, как просроченный хлеб и выпечку превратить в водку. Как видишь, это гигантское сооружение. До пандемии они раздавали 300 тысяч обедов в месяц. Во время пандемии они удвоили это число до 600 тысяч обедов. Продовольственные банки делают удивительные вещи тут, в Сан-Диего. Но, к сожалению, заноза в их паку — это выпечка. Она имеет низкую питательную ценность. В ней полно крахмала и сахара. Это не очень хорошо для желудка, но отлично подходит для производства алкоголя. И вот почему это действительно классное решение. Мы берем то, что не нужно продовольственным банкам, то, что им невыгодно хранить, и превращаем это в отличную, качественную водку, которая помогает не навредить окружающей среде. Помогает производственным банкам выполнять свою работу, не потратив впустую продукты, которые произвели фермеры. Она является частью этой практически замкнутой системы, которую мисс Адвенча помогает создать. Одна такая коробка весит 250 фунтов, примерно 113 килограммов. Ты говорил, что обычная партия для вас 4 таких коробки. Да, 4 полных коробки каждую неделю. Представьте, в вашем продуктовом магазине в отделе пекарни есть хлеб, пирожные, пончики и рогалики. Срок годности истекает, и с этим нужно что-то делать. Если бы нас сейчас здесь не было, к сожалению, это все оказалось бы в мусорном контейнере, а затем на свалке. Когда пища разлагается, она превращается в метан. И поэтому еда, которую мы даже не едим, вредит окружающей среде. Но есть решение, как предотвратить это. Это просто ингредиенты. Мы окружены ими. Когда ты думаешь о них не как о еде, а о том, из чего она сделана, мир как будто открывается заново. А скажи, сколько примерно из одной коробки получится бутылок водки? Одна коробка, 250 фунтов. Это примерно около 100 бутылок водки. Плюс-минус, может быть и 150, в зависимости от содержимого. И мне это очень нравится. Я вижу. Мы загружаем это все в грузовик, и я думаю, пришло время сделать немного водки. Давай сделаем это.
Мисс Адвенча — первая винокурня, производящая алкоголь из излишков выпечки. Когда дело доходит до их методов производства, мы попадаем на неизведанную территорию. Поэтому мне пришлось спросить соучредителя и главного винокура Сэма, с какими проблемами они столкнулись при создании экологичного спирта. Я думаю, основное отличие в том, что остальные пивоварни и винокурни покупают огромные мешки с ячменным солодом. И это проросшее зерно химически отличается от того, что было уже однажды обработано и использовано в выпечке. Так что нам пришлось научиться преодолевать ряд трудностей в создании сусла, которое будет полностью переработано дрожжами. Следующий шаг. В нашем заторе тонны выпечки, но мы получаем около 10% от общего веса. Остальное выходит во время брожения в виде слоя жира. Ни один другой винодел или пивовар в стране, а может быть и в мире, не имеет такой опыт. Вот тут задерживается глютен. Мертвые бактерии и все, чего в сусле быть не должно. Все это не превращается в алкоголь, задерживается в этом отсеке. Мы пожертвуем это на компостный завод, здесь, у нас на берегу океана. Мы гордимся тем, что даже остатки нашего производства мы можем взять и передать для использования чего-то столь же экологического, как создание компоста. Мы взяли то, что имело 3-дневный срок годности, и превратили в водку, которая имеет бесконечный срок годности. А в виде компоста способна омолодить некоторые экосистемы в нашем местном сообществе. Это то, ради чего мы этим и занимаемся. Учитывая их уникальные проблемы и потребности на винокурне, парням пришлось проявить изобретательность в создании своего дистилляционного оборудования, практически сделав его с нуля. Когда я пришел сюда, я понял, что это самое необычное оборудование, которое я когда-либо видел на винокурне. Я имею в виду, кто-то, возможно, тот, кто смотрит это видео, посмотрит на это оборудование и ничего не поймет. Но я думаю, что оно выглядит потрясающе. Никто никогда раньше не делал этого. Приходится решать уникальные задачи на каждом этапе. И дело не только в хлебе. В конце концов, вы доходите до решения своих собственных проблем, а не проблем отрасли. И в итоге обладаете нужной информацией и опытом, которые помогут вам решать любые проблемы в будущем. Я хочу разобраться в этом. Это выглядит крайне необычно. Я смотрю на срок годности, он закончился 2 дня назад. Ага. Да, круто. Да, чувак, это наш бонус. Это вкусно, но я понимаю, почему они написали о том, что срок годности закончен. Это для того, чтобы защитить тебя и меня как потребителя. Но тебя не беспокоит то, что еда просрочена. Тебя интересует процесс, при котором из нее можно извлечь сахар. Ты прав. Хотя срок годности действительно защищает потребителей, состояние этой пищи не имеет значения в производстве нашей водки. Это действительно научный процесс. Как мы говорили ранее, все это сделано из крахмала и сахара. Это как строительный материал в приготовлении спирта, пиве, виски, водке. Мы отправляем этот материал в бак. Вот тут паровая рубашка. Мы разогреем все это до 80 градусов по Цельсию. Это убьет все бактерии, а также плесень, если она есть. И коротко расскажу, как мы получаем водку. Спиртовой пар поднимается по этой колонии. И там спирт-этанол отделяется от всего остального. Некоторые люди смотрят и говорят: Джефф, вы используете вишневый пирог, кокосовое и миндальное печенье, шоколадное и черничное. Как это влияет на итоговый вкус и аромат алкоголя? Или в нем нет никаких ароматов? В этом вся прелесть приготовления водки. Если бы мы делали виски, все ароматы сырья повлияли бы на результат. Водка по определению является нейтральным спиртом, практически без запаха и вкуса. Мы перегоняем ее примерно до 96% этанола.
Остается всего 4% для любых колебаний вкуса, и это в основном вода. И это хорошая водка. У нее очень тонкий, легкий вкус. Главный ингредиент – это очищенная пшеничная мука. При перегоне появляются тонкие, сладкие нотки. Все остальное сливается воедино. Так что каждая партия неизменно имеет одинаковый вкус с этими тонкими сладкими нотками. Вау, друг, это круто. И это будет водка. Да, Я просто хочу узнать, каково это создавать такой необычный и удивительный продукт, потому что это действительно интересно. Вы решаете все проблемы, возникающие у вас на пути, думаете об окружающей среде. когда мы это создавали, для нас весь смысл был в том, чтобы вдохновить других людей, чтобы они тоже знали, что могут решить любые вопросы, справиться с любыми задачами и могут что-то изменить. А способов очень много. Главное не ждать, когда это сделает кто-то другой. Знаете, для меня большая честь рассказывать вашу историю. Заходя в продуктовый магазин, я буду смотреть на продукты совершенно по-другому. И эта история на многое раскрыла мне глаза. Но что еще более важно, это дало мне понимание того, что есть винокурни, на которых люди решают сложные проблемы и при этом заботятся об окружающей среде. Выпьем за вас, парни. Спасибо. Переведено и озвучено для канала «Самогонщик Тимофей». Озвучивали Андрей Тимофеев, Александр Кулинич, Олег Богданов.